Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня хочу поделиться с вами замечательным, очень популярным рецептом азиатской кухни. Это жареные рулетики или жареные спринг-роллы. Они получаются очень хрустящие, невероятно вкусные. Готовлю их на домашнем тесте. И вам не понадобится даже покупать специальные листы для приготовления этих замечательных рулетиков. Вы с легкостью приготовите их дома, и они будут еще лучше, чем в ресторане. Друзья, подписывайтесь на мой кулинарный канал Люда Easy Cook и обязательно включите колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о выходе новых рецептов. Для приготовления теста мне понадобится рецепт теста простейший. Фактически нужны только мука, соль. Соль добавляю в муку, перемешиваю. Муку предварительно я уже просеяла. Теперь добавляю воду, обычную воду комнатной температуры. Фактически готовим такое тесто похоже как на блины. Добавляйте воду постепенно. Таким образом тесто будет легко замешиваться без комочков. Сейчас добавляю всю оставшуюся воду. Получилось вот такое однородное тесто совершенно без комочков. И теперь вливаю в него растительное масло. Я использую оливковое, можно использовать любое растительное масло без запаха. Перемешиваю. Посмотрите, какое по густоте получается тесто. Фактически, как я и говорила, как тесто на обычные блины. Только здесь не используем даже яйца. И здесь, можно сказать, используется всего лишь 3 ингредиента, если не считать соли. Мука, вода и растительное масло. Тесто я закрываю пищевой пленкой и оставлю отдохнуть минут на 15-20. А сама займусь приготовлением начинки. И для этого мне понадобится мелко порежу чеснок и лук. Также мелко режу небольшой пучок зеленого лука. Для моего рецепта сегодня я буду использовать вот такой большой устричный гриб. Конечно, вместо него вы можете использовать обычные шампиньоны, но в Азии именно вот эти устричные грибы очень популярны. Я его также мелко режу. На терке для корейской моркови натру морковь. Конечно, можно ее просто натереть на обычной крупной терке. Получается вот такая тонкая соломка. И в мой фарш сегодня я добавляю кальмар. Конечно, если вы не хотите, вы можете его не добавлять. Использовать только фарш свинины, говядины или курицы. Но именно с кальмаром этот фарш получается вообще необычайно вкусный. Кальмар, конечно, надо хорошо помыть, почистить. Здесь внутри щупалец есть вот такой рот, его надо достать. Кальмар немного разрежу и измельчу его в блендере. Кальмар я измельчаю мелко, фактически до состояния вот такой пастообразной массы. Попадаются совсем небольшие кусочки, в этом нет тоже ничего страшного. Я поставила разогреваться сковородку, наливаю небольшое количество растительного масла. Сначала отправляю обжариваться чеснок, чтобы он дал свой аромат. Обжариваю буквально в течение 1 минуты. Добавляю лук. Обжариваю до золотистого цвета. Когда лук обжарился, добавляю грибы. Также обжариваю их до золотистого цвета, и чтобы из них выпарилась лишняя влага. Теперь добавляю в сковородку морковь. Морковь обжариваю буквально в течение 1 минуты, просто чтобы она совсем чуть-чуть стала мягче. Теперь добавляю фарш. Я использую фарш свинины. Можно использовать любой фарш, и куриный, и говяжий. Фарш обжариваю до полной готовности. Я готовлю все на большом огне при постоянном помешивании. Фарш обжариваю примерно в течение 10 минут. Как видите, он уже полностью поменял свой цвет. Он фактически готов. Сейчас я в сковородку добавляю кальмары. Хорошо перемешиваю. Кальмары, конечно, готовятся очень быстро. И они придадут фаршу просто неповторимый вкус. Уверена, вы попробуете и вам также понравится. Добавляю в мой фарш 2 столовые ложки соевого соуса, черный перец, немного соли, так как я использую соевый соус, он также соленый, чайную ложку сушеного чеснока,
и чайную ложку сушеного кориандра. Хорошо все перемешиваю. Конечно, все специи и соль используйте по своему вкусу. Обязательно пробуйте все на вкус. Фарш получился очень вкусный. Сковородку я выключаю и добавлю зеленый лук. Перемешиваю, снимаю все с плиты. И начинка готова. Оставляю ее остывать. И сейчас буду обжаривать лаваш. Тесто постояло и чуть больше загустело. Для приготовления вот этих лавашей, блинов, мне понадобится вот такая широкая силиконовая кисточка. Ей будет очень удобно наносить тесто на сковородку. Тесто сначала немного перемешиваю. Сковородку я уже включила разогреваться. Сейчас сковородку я приподнимаю от плиты, чтобы она не была такая горячая. И кисточкой наношу тесто. Старайтесь в одном месте кисточкой 2 раза не проводить, пока тесто не схватится. Для приготовления лучше всего использовать сковородку с толстым дном и хорошим покрытием. Диаметр моей сковороды по дну 19 см. Благодаря кисточке тесто получается очень тонким слоем наносится на сковородку. Я каждый раз макаю кисточку и провожу. После того, как я нанесла первый слой теста, сковородку возвращаю на плиту и наношу следующий слой, чтобы не было дырочек, чтобы тесто полностью покрыло дно сковородки. Все очень легко и просто. Вы можете кисточкой спокойно добавить тесто там, где его не хватает. И теперь обжариваю все как обычный блинчик. Все это делается очень быстро. Переворачиваю и буквально несколько секунд обжариваю со второй стороны. Первый лаваш готов. Снимаю его на тарелку. Посмотрите, какое тонкое получается тесто. Сейчас края еще немного хрустящие. Когда блинчик немного полежит, он станет мягким. Блины получаются очень тонкие, такие прозрачные, эластичные, великолепные. Если вы хотите, чтобы края вот этих блинчиков, лавашиков становились быстрее мягкими, можно все сверху накрывать крышкой. Я испекла все лаваши. Всего их из этого количества ингредиентов, в зависимости от того, какой толщины вы готовите тесто и на каком диаметре сковороды вы их выпекаете, получается 12-15 лавашей. У меня осталось вот такое небольшое количество теста. Оно мне понадобится для того, чтобы скрепить рулетики. Беру тонкий лаваш, выкладываю его на доску. Выкладываю начинку и сворачиваю. Только я сворачиваю не как обычные блины, а стараюсь подворачивать трубочкой. Подворачиваю с 2 сторон. И теперь сам блинчик вот этот я промазываю тестом, которое у меня осталось, чтобы все хорошо закрепилось. И плотно-плотно заворачиваю. Должен получиться вот такой плотный рулетик. Ну и, конечно, таким образом я формирую все рулетики. Рулетики выкладываю пока швом вниз на доску. Я включила разогреваться сковородку и наливаю достаточное количество растительного масла. Вообще обычно эти блинчики обжаривают во фритюре. Я буду это делать, можно сказать, в таком полуфритюре, чтобы масло доходило до середины вот этого рулетика. Проверяю, разогрелось ли масло. Возле деревянных палочек идут пузыри. Масло хорошо разогрелось. Выкладываю в него рулетики и обжариваю до золотистого цвета. Внутри начинка полностью готова, поэтому все обжаривается быстро, буквально за 5 минут. Выкладываю швом вниз. Старайтесь, чтобы рулетики не соединялись между собой в сковородке, пока они не обжарятся, чтобы тесто не прилипло. Готовые рулетики достаю на тарелку с бумажными полотенцами. Вот такие красивые рулетики получаются, они очень хрустящие, и они остаются хрустящими даже когда остынут. Чаще всего во Вьетнаме, например, такие рулетики подают с рыбным соусом, но я их люблю с соевым. Вот такие хрустящие рулетики получаются. Я желаю всем приятного просмотра и приятного аппетита. Ставьте лайки, если видео вам понравилось. Пишите комментарии. Делитесь им с вашими друзьями в социальных сетях.
И, конечно, подписывайтесь, кто еще не подписан, на мой канал, чтобы не пропустить новые интересные рецепты.